Всем привет! Меня зовут Наталья, и это канал Цветок Персика. Сегодня мы будем делать небольшую композицию с цветком шиповника и двумя небольшими бутончиками. Итак, что для этого нам понадобится? Это композиция, которую я сделала предварительно, и мы ее будем использовать как образец. И, конечно же, для этого нам понадобится заготовка. Вот я взяла еще одну точно такую же заготовку. Вот я их задекорировала с обратной стороны, обе заготовки, с лицевой стороны. Она задекорирована штукатуркой мятного цвета и сверху покрыта желтой акварельной краской для того, чтобы создать такой эффект объема, какой-то интересной фактуры. И также я уже нанесла карандашом рисунок, для того, чтобы задать направление элементов нашей композиции. Так, что еще нам понадобится? Я взяла вот 3 мастихина. Все 3, возможно, мне не понадобятся. Наверное, я ограничусь 2, но тем не менее, это самые маленькие мастихинчики, то есть более круглый, более заостренный. Все они с круглым носиком. Такие самые классические, маленькие, хороши вот именно для таких небольших композиций. Дальше на палитру я уже выложила цвета. Здесь я использую цвет киви, оливковый, зеленую зелень, коричневый, белый, желтый, розовый цвет. К розовому мы потом еще добавим цвет азалии, такой темно-розовый, для того, чтобы создать вот такие эффекты и переходы на листьях. Вот если вы еще обратите внимание, если это будет видно на камере, на нашем цветочке у нас есть еще вот такие капельки росы, но это уже, конечно, делается в конце, когда штукатурка будет полностью высушена. Еще для стебелечков мы используем вот такой для рельефного орнамента пасту цвета зеленая зелень. Также мы будем использовать акриловый контур такого насыщенного красного цвета вот для таких вот соцветий небольших ягодок, которые оживляют нашу композицию и придают какой-то интересный ей эффект. Потом используем готовые тычинки. Мы их потом обрежем, чтобы они были покороче, так как такие длинные нам не нужны. Вот они, тычинки. Пинцет, чтобы и подсаживать тычинки непосредственно в работу. Кисточка для приглаживания. Конечно же, перчатки. В принципе, их можно использовать, можно не использовать. Вот как удобнее. И начнем мы с зеленых листиков. Так, берем. То есть листики, вот если мы видим на этой композиции, они у нас не все одного тона и оттенка, они переходят. То есть тут присутствует и светло-зеленый, и темно-зеленый, и вот даже коричневый, и вот совсем какой-то желтоватый. То есть, используя какие-то переходы цветов, мы добиваемся большего, видимости большего объема, и также, это ближе к натуральному какому-то оттенку. Поэтому сейчас мы будем набирать наш цвет. И будем мы сначала плоские листики выкладывать. Вот виднеется карандашный контур. Это одна веточка, другая веточка, вот основной цветочек. И вот по направлению вот здесь, вот в этом месте, вот по окончании цветочка будут выложены у нас листики такие фоновые, более плоские, а сверху мы уже потом будем выкладывать листики объемные. Возьмем вот с нашей с темной, вернее, штукатурки. Будем использовать второй мастихин для очищения. Вот, и выкладываем созданный лепесток непосредственно на работу. То есть получается у нас переход от такого коричневого цвета к зелененькому.
но при этом он не явно выраженный, но тем не менее есть эффект такого уже интересного цвета. Так, продолжаем выкладывать наши листики. Можно чередовать один и другие цвета, для того, чтобы создать такую интересную фактуру. Снова берем темный цвет. Всегда важно нам такую горочку на оборотной стороне мастихина создать ровненькую, красивую, потому что когда у нас есть такая основа, то в последующем набор уже лепестков будет осуществляться более таким красивым и аккуратным. Так, чистим, возьмем снова, пусть будет снова темный цвет. То есть в скульптурной живописи очень много времени уделяется именно набору лепестков. И часто бывает, что не с первого раза получается тот лепесток, который нам нужен. Конечно, с опытом у нас уже все лепестки будут красивыми и аккуратными. Но по первости часто приходится лепестки переделывать. Вот куда я, вот сюда еще сделаем. Переделывать, как-то перенабирать. Ну, главное постоянно тренироваться, и тогда все будет получаться замечательно. Так, сейчас можно брать совсем коричневый, такой вот цвет потемнее. Вот, кстати, палитру, которую я показывала в прошлый раз, пластиковая палитра, гнущаяся, она со временем при использовании начинает деформироваться, то есть ее выгибает то в одну, то в другую сторону, и это не совсем удобно. Вот вчера я купила, попалась мне на глаза вот такая вот палитра, она тоже пластиковая, но пластик более жесткий, и он уже не будет выгибаться. И, наверное, при использовании это будет удобнее. Но не знаю, посмотрим. Так, убираем все лишнее. Не нужно, чтобы никаких ошметок у нас не было, чтобы лепесточки были аккуратными. Можно его вот так, например, выложить. Дальше мы перейдем вот сюда. Так, да, вот салфетка. У нас всегда салфеткой мы протираем мастихины. То есть и тот мастихин, которым я работаю, и тот мастихин, который у меня вспомогательный, он точно так же присутствует. Вот я снова перехожу к более светлой штукатурке, для того, чтобы с другой стороны тоже сделать листики. Вот. Сразу сюда высаживаю. А теперь можно сделать более темные. И вот таким образом, чередуя, как бы комбинируя различные оттенки зеленого цвета, добавляю туда коричневый цвет. Даже когда мы делаем листики розы, очень хорошо зеленый цвет добавлять красные, красноватые оттенки. Тогда получается цвет листьев, который наиболее соответствует цвету листьев настоящей розы. Вот мы продолжаем делать эти листики. Но всегда надо экспериментировать, потому что вот еще я хочу вот такой желтенький, совсем светленький взять, сделать. Красиво получилось. Так, можно даже куда-нибудь вот сюда добавить. Вот таким моментиком. Вот как замечательно. Штучку мы уберем.
у нас немножко вылезла. Так. Еще с этой стороны. Листик. Здесь еще добавим светленьких. И можно будет уже сделать так. Чистила. Вот. Такой листик. И темненький просится в комплект к светленькому листочку. Сейчас мы его наберем. И дальше мы будем делать чашечки наших бутончиков. Так. Ладно, пока достаточно. Что нам нужно сделать для бутончика? То есть, если мы посмотрим, вот, мы видим, что в бутончике у нас есть лепесточки, которые стремятся открыться в цветок, но пока еще не открылись. Также у нас есть шелестики. И тоже оба бутончика, они представлены в разной степени открытости. Вот сейчас мы попробуем это изобразить. Так. Можно вот такой цвет взять и создать. Сейчас мы создадим большой лепесток. Не такой, который мы использовали вот плоский для основного создания фона, а именно уже полноценный лепесток, который, как правило, используется уже при формировании цветочков, основных листиков. Мы точно так же вот создаем вот эту нашу горочку. Вот она у нас ровненькая, аккуратненькая. И дальше мы начинаем набор с одного края. Вот. Набираем. Вот у нас начинает расти лепесток. Чем меньше угол наклона мастихина при наборе, тем более тонкий получится лепесток. Вот он. Видите, ребристый, немножко начинает закругляться. Мы еще чуть-чуть наберем. Так, немножко у нас подцепился другой цвет. Сейчас его чистим. Вот, и получается, вот у нас такой лепесток. Мы его выкладываем на палитру. Выложили на палитру. Сейчас очистим мастихин. Так. И дальше мы его выложим уже на нашу работу. То есть вот сюда. Вот мы его прижимаем. Это будет внутренний край, поэтому здесь можно не стесняться, прижать. Главное, чтобы у нас было сцепление штукатурки с поверхностью. Вот. И сейчас мы наберем такой вот элементик. Вот я просто подцепила. И вот, что мне сейчас на мастихин подцепилось, я выложу непосредственно сюда. Будет снова розовенькая основа моего бутончика.
теперь мне надо набрать еще пару лепесточков для того, чтобы показать какую-то степень открытости. Какой-то степень открытости моего батончика. Смотрите, все соберем в кучку. Так. Вот и теперь розовой штукатуркой мы тоже набираем лепесточек. Делаем его на эту сторону. Вот у нас идет набор вот такой вот, он аккуратненький. Мы его слишком большим делать не будем, потому что это все-таки у нас всего лишь батончик. Вот дальше подцепляем его. Ой, мастихидом у нас сорвался. Сейчас его подцепим. Так, и надо выложить его на нашу композицию. Точно так же соединяем с поверхностью, чтобы штукатурка соединилась. И теперь нам надо закруглить этот лепесточек. Вот таким образом. Кончик мы, наоборот, можем немножко приоткрыть. Вот так. И наберем еще один такой же лепесток. Для того, чтобы сделать с другой стороны нашего бутончика тоже небольшой лепесточек. Точно так же убираем лишнее. И вот такой лепесточек у нас получается. И мы его сейчас посадим с этой стороны нашего бутончика. Аккуратненько расправляем. Вот. И теперь мы уже сформируем непосредственно бутончик из тех лепесточков и чашелистиков, которые мы создали. То есть мы вот это дело вот так вот закрываем. То есть мы показываем, что у нас вот есть один лепесток полуоткрывшийся, другой. Чашелистик мы вот так аккуратненько прикроем, сформируя такую чашечку нашего бутончика. Здесь мы аккуратно все выстраиваем. И теперь нам надо сформировать еще один чашелистик, который ляжет у нас с этой стороны. Здесь бутончик, лепесток завалился, можно его немножко подправить. Так. Формируем еще один чашелистик. Так, что у нас? То ли штукатурка сверху немножко уже стала подсыхать. Сейчас я ее перемешаю. Да, немножко, видимо, в комнате тепло, и штукатурка очень быстро начинает подсыхать. Поэтому тоже, когда начинаете работать, не надо выкладывать очень много штукатурки на поверхность, на палитру, а выкладывать ее постепенно, по мере надобности. То есть делаете какой-то лепесток, выложили немножко себе. В последующем всегда из баночки можно достать, но она будет свеженькая, потому что когда штукатурка подсыхает с одного края, это уже не совсем удобно в работе, и уже
трудно, иногда даже невозможно сформировать лепестки, поэтому тоже надо следить за этим делом. В принципе, когда часть штукатурки у нас подсохла, чтобы ее спасти, можно перемешать ее, ну, пока она еще не совсем высохла, можно ее перемешать с другим количеством более свежей штукатурки, как бы до однородной массы. Так, еще немножко наберем. Можно даже, в принципе, водичку добавить, чтобы привести штукатурку в такое нормальное состояние. Но когда штукатурка высыхает, уже повторному использованию она, конечно же, не подлежит. Поэтому тут надо в работе следить за ее состоянием. И всегда говорю, выкладывать небольшое количество штукатурки, чтобы не потерять материал. Просто так. Так, что у нас тут такое? Ну-ка, подвинься. Вот, выложили второй чашелистик. И вот у нас получился уже бутончик. Вот. Можно сюда вот сверху добавить еще один чашелистик. Сейчас мы его сделаем, но мы его сделаем тогда совсем небольшой. Так, очищаем мастихин. Так, и делаем набор. Ну, тут, наверное, нам без разницы, на какую сторону, потому что это все равно будет центральный элемент. Так. Вот мы сформировали еще один чашелистик. И сейчас мы его выложим на работу. Иногда удобно выкладывать элементы при помощи одного мастихина, но чаще всего мы пользуемся как вспомогательным еще одним мастихином, ну, как для поддержки. Вот такой у нас получился хорошенький листик. Здесь закрепляем, чтобы у нас элементы не болтались. Потому что в последующем, когда штукатурка подсохнет, их закрепить уже будет невозможно. Да, и когда мы только делаем работу, мы всегда можем подправить положение лепесточков. То есть вот где-то их выкрутить, где-то наоборот закрутить обратно. Как-то сделать их более вот таким вот выгнутым. То есть мы формируем так, как надо нам. Так, вот здесь он у меня отошел. Мы его сейчас закрепим вот с этой стороны, для того, чтобы и объем не потерять, чтобы он у нас был закрепленный. Вот, кстати, когда я тут закрепляла, у меня вот это место получилось немножко наморало. Я вот беру ватную палочку и вот этот краешек самый, пока свежая штукатурка, зачищаю, чтобы на фоне у меня не оставалось никаких грязных следов разводов, и оно вот все было чистенькое. Вот, и следующим моментом мы возьмем контур и сделаем веточку. Приступаем к созданию второго бутончика. Вот тут я объединила два цвета для того, чтобы набрать наш чашелистик в таком интересном цвете, от перехода к светлому, от светлого к более темному оттенку.
Вот начинаем набор. Так, выкладываем на палитру наш чашелистик. Очищаем мастихин. И теперь нам надо выложить его на работу. То есть вот как мы видим по этой работе, вот здесь он, ну, наверное, вот в этом месте примерно. Берем на мастихин, берем вспомогательный мастихин. И вот так, наверное, здесь. Так, сейчас мы его выложим. Очень часто мы задумываем лепесток выложить каким-то особым образом, но когда начинаем непосредственно выкладывать, лепесток бывает сам выгибается совсем по-другому, не так, как мы задумывали, и порой это бывает даже лучше. И тут надо наблюдать, возможно, есть смысл оставить так, как лепесток лег самостоятельно. Дальше мы берем наш розовый цвет. Я тут сформировала такой лепесточек. Розовый нам, наверное, не нужно. Точно так же его закреплю. И вот так вот заверну. То есть вот у нас сформировалась основа. То есть где-то там за чашелистиком у нас начинают проклевываться наши красивые лепесточки цветка. Дальше мы возьмем розовый. И сформируем лепесток. Вкладываем на палитру. И с помощью второго мастихина выкладываем непосредственно на работу. То есть вот тоже у нас есть заворот лепесточка. Здесь небольшая часть лепесточка, который уже проклевывается через чашелистик, уже готов распуститься, но еще не совсем. Да, еще важно, чтобы, например, бутончики не делать все одинаковые, а делать их в разной степени открытости, потому что это тоже придает некой живости работе и большей натуральности, потому что, несмотря на то, что нашим материалом является штукатурка, все равно интересно стремиться создать цветок, который похож на натуральный. Так, вот. И теперь нам надо сформировать еще один чашелистик. Вот мы сейчас вот эту часть его закроем. Вот у нас этот бутончик будет менее открытый, чем предыдущий. Вот мы его закрыли, и вторым чашелистиком мы закроем его окончательно. То есть вот именно в этом бутончике мы 3 чашелистика формировать не будем, мы ограничимся 2, потому что он у нас более закрытый. Так, делаем набор основы. Штукатурка прям нещадно сохнет, видимо.
совсем низкая влажность, и то, что тепло в помещении, просто уже совсем полусухая штукатурка у меня. Это так. Вот делаем набор более светлый. Тут у нас желтенький попадается. Тоже будет интересный эффект. Ладно. Достаточно. Так, сейчас стираем мастихинчик. Берем наш лепесточек и при помощи второго мастихина выкладывать. То есть вот я сначала выкладываю его вот таким способом, как бы более открытым. Здесь по внутреннему краю я прижимаю к поверхности работы для того, чтобы произошло сцепление штукатурки и нашей основы. И уже только потом, когда я этот лепесток закрепила, я могу его загибать, моделировать, формировать дальше непосредственно уже вот в наш бутончик. То есть работу тоже можно крутить для того, чтобы более удобно подойти к нашей, ну, сделать то, что нам надо в данный момент. Вот он сформировался, тут вот желтенькие, розовенькие видно, и видно, вот он проклевывается, то есть бутончик, который еще не совсем открылся. Вот. Здесь также можно сделать, но здесь, наверное, не нужно уже делать, но небольшой сделаем. Так, опять небольшой сделаем, опять у нас уже тут успело все. Вот я говорю, вот эти вот штуки очень удобно, они забиваются. Я воспользуюсь кондитерским мешочком, надо будет себе их приобрести и попробовать. Наверняка ими работать намного удобнее. Из этих бутылочек выдавливать очень тяжело. И они забиваются. Вот мы 2 минуты назад с вами делали, и уже все тут снова засохло и забилось в носике. Ничего не выдавливается. Что ж такое? Не хочет. Так, ладно. Не хочет выдавливаться наш контур. Так. А сейчас я предлагаю сделать вот эти вот веточки декоративные при помощи акрилового контура. То есть вот мы берем акриловый контур яркого цвета и создадим такие вот декоративные веточки. То есть они придают некой живости композиции. И композиция при помощи их смотрится более интересно. Так, сейчас мы точно так же. И в этом выпуске у меня все. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели до конца. Благодарю вас за то, что вы творите вместе со мной. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, в которой мы создадим в нашей композиции вот такой цветок и оставшиеся объемные листья. А сейчас пока-пока.